как бы прогнозировали крах российской экономики чуть ли не с первых дней войны, а до сих пор вроде все еще российская экономика на месте. Что происходит? Ну, я не прогнозировал крах российской экономики. Я прогнозировал очень большие трудности и постепенную деградацию экономики. Это происходит и будет происходить дальше. Экономика разрушается. Она войну не очень выдержала, точнее, совсем не выдержала. И за 4 года экономика России исчерпала все резервы прочности и находится вот уже в этом году в состоянии довольно таком трудно понимаемым и трудно предсказуемым, потому что мы не понимаем финансовое состояние российского государства в этом году. Начинались уже какие-то махинации цифрами, начинаются какие-то скандалы по поводу того, что идет какой-то мухляж буквально за государственной отчетностью. И это все свидетельство того, что огромные трудности, огромные проблемы, которые были порождены огромными затратами на войну. И, в общем, выяснилось, что экономика России, ну, в общем, такие затраты выдержать не может. Если бы еще не было санкций, не было потери европейского рынка, может быть, и выдержал бы. Но произошло то, чего Путин не ожидал. Все-таки европейцы отказались от российской нефти и российского газа, а без этого, ну, как бы Россия оказалась не сильно жизнеспособным государством. Вот она сейчас и находится в ситуации такой крайне тяжелой болезни, которая может перейти в фатальную, терминальную стадию. Я примерно так это вам объясню. А вот в чем выражается вот эта тяжелая стадия? Потому что мы все помним кризис начала 90-х, мы помним 90-й год, по крайней мере, россияне, которые продолжают жить в России или которые жили в России в это время. Вот сейчас, если сравнивать с теми периодами, потому что видимость такая, что да, цены растут, но в целом все как бы стабильно. Продукты есть, все есть. Ну, видите ли, значит, продукты в московских магазинах в 90-х годах тоже были. Если вы помните тогда те годы, я не знаю, когда вы уехали, но в 90-х годах продукты были, потому что как раз уже началось какое-то развитие нормальной розничной торговли, магазины наполнились. Я помню дикие очереди моего детства, ужасы, и очереди, и дефицит, и... Это 80-е. А в 90-х, когда уже открылся рынок и разрешена была торговля, пошли товары, и, в общем, уже такого дефицита товаров в 90-х годах не было. Был дефицит денег. То есть товары можно было купить, но денег не было, потому что никто не зарабатывал достаточно, чтобы платить такие цены при такой инфляции. Но как бы все казалось нормально, все казалось возможно. Бедненько, но, в общем, какой-то беды нет, и тем не менее страна доигралась до 98 года, до дефолта, когда потеряли деньги российские банки, и люди, и, в общем, была такая тяжелая финансовая катастрофа. Вот что-то похожее сейчас происходит в России. Ведь почему тогда вот произошел дефолт 98 года? Потому что российское государство не могло собрать деньги на финансирование своих расходов, налоги не давали должного прихода доходов, и чтобы получить какую-то массу расходы, были выпущены эти ценные бумаги, государственные краткосрочные обязательства ГКО, которые, в общем, казались и презентовались как надежные. Оказалось, что у государства все равно нет денег, чтобы по ним рассчитаться, наступил дефолт, и наступила эта беда. Вот сейчас в России похожая ситуация. Значит, Россия потеряла очень большую массу нефтегазовых доходов, нарастить их не может, поэтому государству не хватает денег. Чтобы как-то заткнуть дыру, она начала поднимать налоги 3 года в России, неуклонно повышаются налоги и для граждан, и для компаний. И это уже становится такой большой, тяжелой бедой. Вот. При этом, значит, доходы от нефтегаза падают. Причем даже не столько, знаете, из-за санкций, сколько потому, что меняется сам рынок нефти, меняется в опасную для России сторону. И поэтому государство остается без денег. А все-таки надо иметь в России в виду, что Россия страна, ну как вам сказать, не вполне рыночная. В каком смысле не вполне рыночная? Все-таки основную часть российской экономики по сей день образует государство. Доля государства в ВВП России, ну, где-то процентов 50-70 по разным оценкам. И когда у государства нет денег, оно не дает заказы, оно не покупает товары, оно не заказывает услуги, оно не платит заработную плату. Начинается сжатие экономики, начинается кризис, потому что государство, ну, как бы перестает покупать, оно становится таким бедным государством, у которого нет денег. Вот это как раз и есть нынешняя ситуация российского государства. Одолжить деньги оно за границей не может, оно может одолжить у своих же, но когда она одалживает у своих же, то она сокращает спрос на внутреннем рынке. Да? Плюс она это делает за счет эмиссии денег. В итоге, получается, деньги какие-то были живые, они уходят в бюджет, плюс допечатываются деньги пустые, ничем не обеспеченные, разгоняется инфляция, происходит как бы объединение населения, которое покупает еще меньше, а это сокращает спрос и порождает кризис. Ну вот в этой спирали Россия сейчас и крутится, и выбраться из нее она практически уже не может. Ну вот еще один из признаков 90-х, извините, просто такое, видимо, травмы детства остались, и 90-х, когда люди лишались массово работы, собственно, весь страх, то есть мы все росли на том, чтобы только бы не остаться без работы. Сначала наши родители, чтобы не остались без работы, потом мы, чтобы не остались без работы и так далее. Вот что сейчас с безработицей в России? Тоже такая же проблема, как была, или пока еще нет? Очень по-разному. Это зависит от того, какая у вас профессия. Ну вот смотрите, значит, картина такая, что идут очень большие увольнения там, офисных работников,
айтишников. Значит, в начале войны был жуткий спрос на айтишников. Перед айтишниками плясали джигу, им предлагали всякого рода льготы. Значит, им давали отсрочку от призыва в армию, им давали льготную специально IT-ипотеку. То есть там были множество. Сейчас ситуация такая, на одно место для айтишника 20 заявок. Вот это 20 человек, считайте, без работы, или они, если так, псевдо работают, но они ищут работу, потому что, в общем, заработать на жизнь нельзя. 20 человек на одно место. Такое вот поразительное состояние рынка. Но есть какие-то профессии, которые рабочие, требуют высокой квалификации. Таких людей в России мало, по ним не то, что безработица, по ним безумные зарплаты. Ну, скажем, есть такие ситуации, когда там водителям самосвалов или экскаваторов там, в горнодобывающей промышленности готовы платить до 800 тысяч рублей в месяц, насчитайте сумасшедшие деньги, или там, скажем, за сварщика готовы платить 500 тысяч в месяц, потому что сварщиков не хватает. Ну вот картина такая. В то же время огромный, так сказать, избыток значит, мест по отношению к числу готовых работать там в строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, там, в розничной торговле. И для этого завозят иностранцев в Россию. Поэтому здесь такая, ну, как видите, три варианта есть у вас. Избыточная численность собственных россиян, недостаток на какие-то профессии заводят иностранцев, и жуткий дефицит квалифицированной рабочей силы в той же самой стране в одно и то же время. Я слышала, что вот на такие рабочие профессии повышают зарплату, потому что очень многие предпочитали уходить на войну, воевать, где сулили тоже большие деньги, и поэтому пошел рост, в том числе, например, на ремонтные бригады, просто огромная теперь и стоимость ремонта растет, потому что все ушли, можно сказать, на фронт. Ну, я вам приду пример по сельскому хозяйству. Пример привел президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский, известный наш эксперт по этому рынку. Он сказал, ну, смотрите, раньше у нас была картина такая. Значит, мы нанимали человека комбайнером, значит, он убирал урожай и получал 60 тысяч рублей в месяц и был вполне доволен и счастлив в своей жизни. Сейчас, чтобы найти такого человека, мы должны платить ему 200 тысяч рублей в месяц. 200. Считайте, в 3 раза рост зарплаты за 4 года. Вот потому что тоже комбайнеры ушли на войну, кого-то мобилизовали в первую волну мобилизации, кто-то подписал контракт, потому что посолили большие деньги. Ну и все. И возник дефицит. И где же ты найдешь человека, которого можно посадить на импортный комбайн, чтобы он его еще не сломал? Непростая тема. Это да, это действительно очень сложно. А что касается обычных россиян, ну вот для них кризис, ну, например, давайте вот той же Москве, потому что всегда говорили, Москва это отдельное государство, там все хорошо, но вот признаки вот кризиса в Москве уже видны или на Москву это пока не отражается? Знаете, забавно, Мариан, мне люди пишут из Москвы, что они тоже уже видят в Москве какие-то кризисные явления, но пишут, вы тут говорите, что Москва вся лоснится, Москва вся жирует. Ну вот неправда. Это, говорит, вы это в Москве в центре такие красивые видите. Вы поезжаете в спальные районы Москвы, там совсем не так красиво, там довольно плохо убирают дворы, не сбрасывают снег с крыш, и там уже очень плохо ходит общественный транспорт, и зимой приходится стоять полчаса, а то и больше, выжидая прихода трамваев или автобусов, потому что, в общем, уже не хватает транспорта. Водителей, опять же, не хватает. Ну, то есть там, конечно, по-разному, но в других городах еще хуже. Москва, конечно, до последнего будет, ну, как вам сказать, витриной. Ее будут полировать, мыть, чистить, украшать. В этом году я видел совершенно потрясающую картину, какая-то ходил человек и специально распылителем носил искусственный снег на елочке в центре Москвы, чтобы они красиво выглядели. И было праздничное настроение москвичей, гуляющих по предновогодней Москве. Вот это тоже такая серьезная работа. Пропаганда не только через телевидение идет, пропаганда идет через отделку центра городов, чтобы было ощущение, что никакой войны в России нет, а все красиво. Но при этом, значит, конечно, россияне сейчас находятся в панике по нескольким причинам. Во-первых, очень сильно дорожают продукты питания. И первые, значит, недели-две были, в общем, какие-то такие, знаете, панические по всей стране, что в Москве, что по окраинам. Потому что безумно прыгнули цены. Народ этого как-то, ну, совсем не ожидал, такого скачка, хотя он был предсказуем. Но вот ты же можешь сколько угодно говорить, что он предсказуем, но люди все равно не верят, что будет резкий скачок, они при плавном повышении. А тут был скачок сумасшедший, и до сих пор Россия переживает, знаете, какой-то странный шок. То в России были шоки по там, растительному маслу, люди приходили в ужас от того, сколько стоит масло. Теперь они приходят в ужас от цен на огурцы и рассказывают страшные истории, что у них огурцы стали деликатесом, вообще такие цены представить невозможно. Ну вот, то есть произошел скачок цен. Дальше была очень неприятная история, которая еще продолжается, это оплата жилищно-коммунальных услуг, которые, в общем, резко подорожали. И люди тоже пришли в ужас, потому что не понимают, как жить. Мне женщина на днях прислала письмо, мне люди пишут из России, спасибо им за это большое. Она написала, что ну, где-то получила платежку с ЖКХ, она ровно покрывается моей пенсией. Вот все, вся пенсия уходит на покрытие по ЖКХ, на что я буду жить дальше, непонятно. Ну вот картина такая. Поэтому, значит, насчет того, что есть какие-то такие зоны в России, где никто ничего не ощущает, ну, наверное, на Рублевке никто не ощущает никаких проблем. Это правда.
У них с энергетикой хорошо, у них там все с деньгами хорошо, там стоят системы защиты ПВО от всякого рода неприятностей, там все нормально. Но не вся Россия состоит из Рублевки и Новорижского шоссе, поверьте. А там, где этого нет, там, конечно, картина другая. Поинтересуйтесь Мурманск, как живет Североморск, которые попали в безумные аварии, отключения электричества и отопления во время морозов северных. Далее поинтересуйтесь, как живет сегодня Белгород, как живет там Владивосток, который залило фекалиями по улицам. Ну, таких историй будет много. Так что это по всей стране люди уже начинают мыкать горе. И это горе, в общем, не размыкаемое, я бы так сказал. Ну вот наш зритель пишет, что в Израиле тоже цены растут. И действительно, цены растут, мне кажется, по всему миру. И в Израиле вот у нас цены это тоже какое-то космическое. И сразу возникает вопрос, что происходит вообще во всем мире. И что, означает ли рост цен это крах экономики. Потому что, например, в Израиле параллельно национальная валюта растет, курс доллара упал, и вроде не так все плохо, как кажется, по крайней мере, так говорят экономисты, а вот людям очень непросто. Ну, Израиль и цены – это всегда очень сложная тема, потому что мы понимаем, что в Израиле довольно сильно на цены влияют всякого рода картельные сговоры, и там не все от затрат идет, очень много идет от того, что диктуются цены. Самый понятный всем израильтянам пример – это как раз цены на недвижимость, да? Где, как мы понимаем, кошмар совершенно ужасающий, и это некое национальное бедствие, я уже сказал бы. Поэтому, конечно, много чего неприятного. Это довольно любопытно именно с той точки зрения, что, смотрите, в мире идет вниз цена на нефть, значит, энергетические затраты должны идти вниз, и, в общем, многое должно... А мы видим повышение, и это связано с тем, что, ну, как бы, компания имеет силу давить, продавливать, навязывать, повышать цены. И похоже, что правительство не очень сейчас готово с компаниями по этому поводу воевать, а интересы, ну, как бы потребителя не очень кто-то защищает. То есть это такая общемировая тенденция, получается. Похоже, но смотрите, мы когда-то говорили, что, знаете, для меня всегда экономика – это, ну, как бы понятная конструкция, это зона конфликтов. И когда вообще зона конфликтов, где идут постоянные конфликты, потому что у людей, у бизнеса, у всех разные интересы. Но раньше были какие-то системы сдержек и противовеса, потому что были, ну, как бы некие структуры, которые защищали интересы. Да, в частности, были, например, профсоюзы, и в Израиле, мы помним, тоже были очень мощные профсоюзы, которые много чего сделали, сыграли огромную роль в формировании. Ну вот защищают ли они теперь израильтян, это уже отдельный вопрос. Это да. Вот поэтому есть ощущение, что во всем мире это роль профсоюзного движения, то есть это скорее чиновники, которые паразитируют на рабочем движении, но не очень защищают рабочих и населения от таких цен. Ну вот есть. Более того, в Израиле еще профсоюзы как-то существуют, это такой некий пережиток социалистического прошлого Израиля, я бы сказал. А во множестве стран же практически профсоюзы вообще рассосались. И кто будет защищать потребителя? Кто? Никто. А потребитель распылен, как он будет протестовать? Да никак. Он это делает, и он не организован никаким образом. Это да. О людях никто не думает. В общем-то, люди думают в последнюю очередь. Тут зрители спрашивают о том, как живет во время войны Украина, но мы об этом продолжим говорить после небольшой рекламы. Оставайтесь, мы скоро буквально вернемся. Продолжаем разговор с экономистом Игорем Липсицем. И вот напоминаю, что можно задавать вопросы в нашем чате на YouTube-канале. И зрители интересуются, как живет Украина на 4-м году войны, что с украинской экономикой происходит. Ну, украинская экономика – это тема, которую обсуждать вообще довольно странно, потому что страна, подвергшись такой агрессии, вряд ли может вообще сохранить экономику. Поэтому экономика Украины, конечно, полностью зависит от той поддержки, которую оказывает Европа. Разрушена инфраструктура энергетики, поэтому как бы понятно, что сейчас Украина находится в состоянии разрушения всего и вся. И практически в перспективе предстоит решать задачу воссоздания, я бы сказал, экономики Украины из обломков, как это, наверное, было с экономикой Восточной Германии. Примерно такая же картина, вот разрушенное полностью хозяйство. Россия все уничтожает, и теперь надо будет все строить с нуля. Поэтому, конечно, огромные финансовые проблемы, огромные экономические проблемы, огромные, так сказать, проблемы выживания. И это, конечно, чрезвычайно тяжелая жизнь. И говорить об экономике Украины, мне кажется, даже не очень тактично, потому что это экономика страны, которая себя прокормить не может, несмотря на то, что Украина достаточно богатая земля, и, в общем, всегда была житницей Европы. И если бы ее оставили в покое, может быть, там потихонечку возникла бы вполне успешная экономика. Но это пока не получается. Не знаю, получится ли после войны, это тоже открытый вопрос для меня. А тогда вопрос, сколько еще российской экономики хватит на войну? Вот способности подпитывать свою армию и прочее. Ну, видите ли, это зависит от того, что вы понимаете под словом России, что вы понимаете под словом жизнь в России. Это же разные могут быть модели, да? Если одно дело вы пытаетесь представить, как может жить Россия сегодняшней моделью, при том образе жизни, который как-то у россиян сложился, то, наверное, не очень долго.
Потому что резервы действительно все проедены, от фонда национального благосостояния почти ничего не осталось, и страна разделилась на группу, ну как вам сказать, выгодоприобретателей войны и страдальцев от войны. Ну, я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. В России есть группа людей, которые от войны выгадали и живут хорошо. Это не маленькая группа, я пытался посчитать эту численность. Понятно, что это не только работающие, но это члены семьи. Вот у меня получилось, что примерно там 26-28 миллионов россиян, они выгадали от войны, они стали жить лучше, богаче за счет того, что они зарабатывают больше, чем зарабатывали прежде, хотят, чтобы война продолжалась долго, бесконечно в идеале. Да? Значит, но большая часть населения России, конечно, пострадала, живет беднее, живет все хуже и хуже, и как раз их в основном деньги уходят на вот финансирование войны через налоги и всякого рода платежи, которые они несут. Значит, эти люди живут все плохо и хуже с каждым годом. Это как бы такая большая беда. Значит, что будет дальше с Россией? То, на что решится руководство России. И здесь есть два варианта. Если Россия будет пытаться жить, как она сейчас, имитируя некую европейскую модель жизни, то она, наверное, так долго не продержится. У нее начнется разрушение всего и вся, и она будет сыпаться. Но у России есть второй вариант, ужасающий, но он существует. Превратить страну в трудовой лагерь, где есть две зоны. Зона открытая, где люди еще более-менее на свободе гуляют, и зона ГУЛАГа внутри, да, вот тоже такое возможно. Тогда Россия станет очень похожа на, ну, скажем, скорее всего, Северную Корею, которая, напоминаю, была скопирована как раз Советского Союза 30-х годов. Ну и вот в таком лагере люди будут жить по законам практически военного времени. Это будет мобилизационная экономика с доминированием государственного сектора, почти умирающим частным хозяйством, жестким цен, заработной платы, государственной торговлей, вот этими самыми дефицитными магазинами, очередями, как это было в СССР. Но в этом режиме тоже можно продолжать воевать, тратить деньги на войну. Посмотрите на Северную Корею. Люди там периодически, если вы знаете, голодают, но в Северной Корее тратят много денег и добился успеха в производстве ядерного оружия, баллистического оружия, создает проблемы для Японии и так далее. То есть вот такая модель возможна. Это страшная модель для россиян, оказаться опять в трудовом лагере а-ля Советский Союз 30-х годов. Но все может быть. Я обращаю ваше внимание, что на днях Дмитрий Анатольевич Медведев, который был, как вы помните, президентом России, да, сейчас является членом Совета Безопасности, он написал пост, что надо как-то очень внимательно приглядеться к тому, как живут корейцы в Северной Корее. У них такая высокая национальная солидарность, что россиянам пора учиться у северокорейских братьев, как жить в условиях солидарности. Так что мои гипотезы, они, может быть, звучат страшновато, но они не закрытая тема. Звучат действительно жутко, и это как-то даже невозможно представить, но у нас самые такие бывают невозможное возможно. А вот теоретически вот этот ваш прогноз по срокам, когда может начать реализовываться? Или другой сценарий, допустим, если будет поддерживаться вот видимость европейской модели? Ну, на самом деле, перелом этот год. Значит, перелом начался в прошлом году, как я и предсказывал. Меня легко проверять, у меня в интернете выложен целый цикл лекций о будущем России, состоянии. Можно проверять все, что там рассказывают про экономику России. Сейчас выложил очередной большой цикл, 12 лекций, прям по отраслям прошел, рассказал, как выглядит экономика России после 4 лет войны, всюду кризис. Ну вот, значит, там было в моих лекциях сказано, что 25-й год будет годом перелома, а 26-й будет годом кризиса. Я это говорил в своих интервью. Ну, в общем, так оно и получилось. 25-й год Россия вошла еще с некоторым экономическим ростом, а к концу 25-го года практически она вышла в ноль, стагнацию, даже падение. Да? А 26-й год был годом, ну, как бы такой финансовой неопределенности. Это говорил не только я, это говорили многие эксперты российские, которые, ну, как сказать, достаточно честны, чтобы говорить правду. И было понятно, что в 26-м году свести концы с концами по деньгам невозможно, а тогда невозможно, что будет понять, что будет происходить. Вот в этом смысле 26-й год – это год, когда надо будет принимать какие-то решения на самом верхнем уровне. Что происходит, мы не знаем. Есть оценка, что через 3-4 месяца начнется жесточайший финансовый кризис в России, а он превратится во что? Он превратится в невыплаты заработной платы, задержки выплат заработной платы, 90-е, это вспоминаете? Вот, и задержки выплат пенсий. Как люди в этих ситуациях будут жить при таких дорогих ЖКХ расходах, я не знаю. Как они будут жить при таких высоких ценах на лекарства, я не знаю. Как они жить будут при таких дорогих ценах на продукты питания, я не знаю. Это все уже тема 26-го года, поэтому какой-то перелом может произойти прямо в этом году. Это вполне такая возможная тема. А если представить, допустим, да, самый невероятный сценарий, война заканчивается, российская экономика может выбраться из ямы, там война заканчивается, санкции снимаются, и вот жизнь налаживается или нет? Нет, не налаживается. Объясню почему. Не потому, что я такой пессимист или такой вредный человек, вот, а просто потому, что есть, ну, как бы объективная реальность. 4 года войны, они России стоили очень дорогого. И самая главная потеря России даже не человеческие жизни,
как раз на фронтах СВО погибли люди, которых в России никому не жаль, от них не было никакой пользы. Это страшные слова я произношу, конечно, антигуманные, но это российские реалии, где гуманизмом не пахнет. Погибли как раз такие лишние люди России. Это для экономики не потеря. Для экономики потеря то, что Россия потеряла европейский рынок нефти и газа. А это рынок, который ей принадлежал с конца 60-х годов. И все последние десятилетия Советского Союза держался Советский Союз только на доходах от нефти и газа. Как только они где-то пошли в начале 80-х вниз, экономика СССР начала стагнировать, начала загнивать, начались проблемы. Пустые магазины, черт знает какая жизнь. Это кончилось, как вы понимаете, распадом СССР, значит, в 91 году. В этом смысле вот Россия потеряла то, что было основой ее существования. Вот этот европейский рынок. Она, конечно, пытается зарабатывать, продавая в Индию и Китай, но там она зарабатывает значительно меньше. Скорее всего, она там уже даже торгует нефтью в убыток. Сейчас вообще возникла невероятная для России ситуация, когда добыча и экспорт нефти является убыточным бизнесом. Россия зарабатывает прибыль только на экспорте, значит, нефтепродуктов, вот это еще как-то кормит, да, и вот, а так она, в общем, на, собственно, нефти, главном продукте своего экспорта, несет убытки, потому что издержки высокие, цены низкие, и, в общем, счастья здесь не видно ни для бюджета, ни для финансовой стабильности нефтяных компаний. Уже нефтяные компании просят государства сократить им налоги, уже просят сократить налоги черная металлургия, защиты просят угольная промышленность, защиты просят лесная промышленность, защиты просят сельское хозяйство, машиностроение. Все стоят в очереди, просят дать деньги. Вот только что в очередь стали строители российские, девелоперы, но денег на никого нету, поэтому никому денег, скорее всего, не дадут в больших объемах, которые всем нужны. И, значит, Россия начнет банкротиться, закрываться предприятия. Пока от этого российские предприятия ходят таким тяжелым, ну, как вам сказать, антигуманным способом, они переводят людей на сокращенную рабочую неделю. 4-3 дня, соответственно, понятно, падением заработной платы. То есть ты на 4-дневке получаешь минус 20% своей зарплаты, на 3-дневке минус 40%. Вживай, дружок, как хочешь. Ну, вот это пока такая картина. Похоже, что в этом году это все закончится. У российских компаний безумные убытки. По последним данным, это где-то убытки в размере 7,5 триллионов рублей. Это гигантские деньги. Если бюджет России 40, то представьте 7,5 цифра такого государственного масштаба. Да? Поэтому, конечно, Россия будет вынуждена закрывать многие предприятия, люди останутся без работы, без источников существования, и это будет большая часть населения. Но некоторая часть, та, которая ближе к вертикали власти, будет кричать: давайте продолжать войну, пока мы не победим и не уничтожим Украину полностью. Так что вот вам картина российской будущности. Это да, как-то все выглядит очень печально. А в этой связи, может быть, России тогда выгодна, например, маленькая война на Ближнем Востоке, в которой она не участвует, но благодаря которой будет повышение цен на нефть и газ. Например, та же война США с Ираном или Израиля с Ираном. Как вам кажется? Знаете, Марианна, я не очень понимаю, о чем вы меня спрашиваете. Почему? Объясню почему. Объясню. Потому что изменился мировой рынок нефти. У вас есть до сих пор какое-то представление в голове, что любой чих на Ближнем Востоке, цены на нефть летят в небеса. Нет, у меня нет, это я уже не традиционно так да. представление. Это традиционное представление, да, что вот кто-то чихнул на Ближнем Востоке, и весь мир сразу заболевает, потому что подняли цены на нефть, всюду начался кризис. Ну, нет вот этого, смотрите, уже которую неделю там собирается этот военный кулак в США, ну и не очень сильно пошла цена вверх. Ну, чуть-чуть она приподнялась. Дальше были атаки, значит, украинских дронов на платформы, значит, российские нефтедобывающие на Каспии. Были удары, значит, по терминалам новороссийских. Казалось бы, прямая угроза поставкам нефти. И что? Как отреагировал мировой рынок? Да очень слабо. Он изменился. Я объясню, почему он изменился. И изменился он надолго. Значит, первая причина. Последние 10 с лишним главным покупателем на рынке нефти был Китай. Во всяком случае, рост, значит, цен и стабильность цен, и рост объемов торгов обеспечил Китай, который рос довольно высокими темпами и потреблял все больше энергии, и это как бы держало, в общем, цены на уровне, устраивающем ОПЕК. Сейчас картина другая. Китай потихоньку сокращает закупки нефти. Ну почему? Давайте опять же раскручивать до конца. Значит, если возьмете, на что тратится нефть в мире, на какие цели она направляется, то до сих пор 70-80% того, на что идет нефть, это производство бензина и дизельного топлива. В степени там еще мазута, но тем не менее. Значит, Китай развивает электрические автомобили, да? Потребность в бензине и дизтопливе, соответственно, сокращается, и это уже вряд ли изменится. Да? То же самое происходит с электролизациями, значит, автомобильного транспорта в других странах, пусть не в таких масштабах, как Китай, но происходит. Рождается возобновляемая энергетика. Сейчас появляется новое такое направление, новая отрасль мировой экономики, может быть, не все еще заметили, но это очень важная будет отрасль с огромными инвестициями, это так называемые аккумуляторные фабрики. Это не фабрики, производящие аккумуляторы, а фабрики, состоящие из аккумуляторных станций, где накапливается электроэнергия, когда
ее производит возобновляемая энергетика, а потом, когда нет солнца или нет ветра, эта энергия из аккумуляторов идет на потребление. Возникает устойчивая система, в которой уже вам не нужен ни уголь, ни вам не нужен газ, и России, соответственно, это крайне опасно. То есть энергопереход для России угроза. Поэтому как бы мировой рынок понимает, что спрос на нефть не очень будет расти, даже если он будет расти, то очень слабо. С другой стороны, растет сильно предложение нефти, и, в общем, даже Иран эту тему не закроет, потому что есть очень большие резервные мощности у Саудовской Аравии. Поэтому маленькая война на Ближнем Востоке, она, в общем, России не очень сейчас поможет. Уже как бы ее, в общем, история на это не завязана. А просто было очень много разговоров, что вот Трамп говорил с лидером Китая, что вот он с оглядкой на Китай, и Китай может повлиять на Иран, потому что Китаю нужна иранская нефть. То есть это все старые представления, все давно не так. Россия сейчас гонит огромное количество нефти в Китай из Индии. Индия начинает сокращать закупки нефти, и та нефть, которую вот не взяли индийцы, она перенаправляется сейчас в Китай. Так что в этом смысле сейчас как бы российская нефть является конкурирующей по отношению к иранской. Ну, картина такая. Кроме того, давайте вспоминать, что сейчас американцы раскочегарили на Венесуэлу. Это не очень быстрый процесс, но за 3-5 лет вырастут поставки. И в Индию, кстати, пойдет как раз венесуэльская нефть. Да, то есть при перемещении венесуэльская нефть в Индию, российская нефть переходит в Китай. Так что Иран даже не так уже, в общем, и важен как бы для формирования баланса нефти. Ну, мир меняется, он не совсем такой, каким он был прежде. Мы уже даже начали говорить, что, возможно, в этом году умрет ОПЕК, потому что он уже перестал быть полезным для нефтедобывающих стран, он уже очень мало что может сделать, потому что уже больше 50% мировой торговли нефти дают страны, не входящие в ОПЕК. Мир изменился. А что с газом? Вот с нефтью понятно. А с газом такая же картина? С газом российским или с газом вообще? И с газом и российским, и газом вообще. Тот же Иран – это крупнейший производитель газа, и Катар тоже в этой игре, и, в общем-то. Вот разные истории, насколько я понимаю. Ситуация с газом в Иране, она довольно драматичная. Огромное месторождение. Действительно, чрезвычайно богатая газом страна. При этом безумно большие проблемы с газом. И в какой-то момент там уже возник какой-то совершенно сумасшедший проект, что из России будет проложен газопровод в Иран. Ну, невероятная история, да, согласитесь? Да. Но там с газом плохо, экономика разрушена, энергосистема разрушена, поэтому, значит, иранский газ – это такая проблемная тема. У Катара газа много, насколько я понимаю, даже больше, чем они пока могут продавать на рынке. Но это СПГ, это сжиженный прямой газ, природный газ. Его производят, его сжижают, его возят на танкерах. Это очень сильно изменило весь энергетический баланс. Я помню, как меня, значит, люди из России пугали, что вы там в Литве сдохнете, замерзнете и помрете, потому что у вас не будет российского газа, вы от нас отказываетесь, помрете. Но вот 4 года мы прожили без российского газа, вы знаете, не померли, не замерзли. Как видите, никаких дубленок на мне нет, в шапке не сижу, шарфом не завязан. Тепло в комнате 22,5. Сжиженный газ приходит на терминал в Клайпеде, и его там разжижает американский газ. И нет проблем с газом, плюс у нас тут еще очень местные бизнесмены раскрутили бизнес по производству топливных пеллет, по-моему, так это называется, и, в общем, вытеснили российский газ, значит, во всех зонах, где он потреблялся. Меняется энергетика мира, и поэтому для России в этом мире энергетическое место не становится возможно найти. Она теряет свою позицию, а это значит, что Россия теряет основу существования. Я понимаю, что это очень живо, но и СССР, и Россия жили только как энергетические державы. Если бы не было тюменской нефти и газа, то, наверное, СССР рухнул бы еще не дожив до 70-го года. Все предпосылки были к этому. Но нашли тюменскую нефть и газ, и он проскрипел еще 20 лет с лишним, вот до 91-го года. Вот сейчас Россия проела, потеряла, в общем, все, что осталось как наследство от Брежнева. Брежнев был поумнее Путина, он с Европой дружил, торговал, и поэтому, в общем, можно было жить, и, в общем, даже в 70-х годах даже несколько благосостояния росло. Путин потратил, то есть Путин, я бы сказал, принял Россию как великую энергетическую державу и оставил, простите меня за выражение, но это выражение, как миску с энергетическим для Китая. Это выражение Сечина. Вот вам итог правления Путина. Да, печально для России, что поделаешь. Мне, конечно, в этой связи интересно, что будет с этими тенденциями на Ближнем Востоке, с арабскими странами, которые тоже выросли за счет энергоресурсов нефти и газа. Но если у вас будет что на эту тему сказать, давайте после небольшой рекламы мы продолжим этот разговор. Разговор с Игорем Липсицем. Я вижу вопросы наших зрителей, в том числе про американскую экономику, но хотелось сначала закрыть разговор с изменением энергетического рынка. Вообще, что будет со странами Персидского залива, аравийскими монархиями, которые тоже выросли на нефти и газе? Знаете, эти страны ведут себя несколько умнее, чем Россия.
Есть великая фраза, которую эти страны давно осознали. Кстати, из них эта фраза и прозвучала. Произнес, насколько я помню, это министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, шейх Ямани. Он сказал прекрасную фразу, что каменный век кончился не потому, что кончились камни, и нефтяной век кончился не потому, что кончилась нефть. Это правильные слова, были очень давно сказаны. И сейчас как раз это начинает происходить. Мир меняет энергетику, возникает все более автономная система энергоснабжения. Я, например, смотрел такую забавную тему, как меняется энергетическая система Великобритании. Ну, как бы, вот как отапливаются дома. Выясняется, что там идет массовое строительство этих топливных тепловых насосов, которые, значит, отапливают даже старые многоквартирные британские дома. То есть там меняется вся энергетика. И новые дома уже строят прямо с тепловыми насосами, ставят эти панели на крышу. И, в общем, это как бы совсем другая автономная энергетика, которая не так уж нуждается в поставках газа или нефти для того, чтобы производить мазут, который будет сжигаться вместе с углем. То есть тут меняется все, и в этом смысле арабские страны, они находятся на переломе, они понимают, что их источник богатства, ну, как бы иссякает. Не потому, что кончатся запасы, а потому что, ну, сохранится спрос на нефть для нефтепереработки, для нефтехимической, скорее даже, промышленности, но это не будет так кормить, как кормило энергетическое потребление нефти. Поэтому, насколько я понимаю, арабские страны сейчас озабочены поиском каких-то других вариантов. Диверсификация экономики – это трудно, это сложно. Где-то нужны квалифицированные руки, нужны интеллектуальные знания. И, собственно, сколько я так сумел понять, вот эти все аврамические соглашения были как раз связаны с тем, что была надежда создать какой-то хороший симбиоз из научно-технического комплекса Израиля и богатств инвестиционных возможностей арабских стран. И я очень надеюсь, что все-таки удастся вернуться к аврамическим соглашениям, и Израиль получит такое, ну, как бы, может быть, не слишком дружелюбное, но толерантное окружение, и возникнет совсем другой Ближний Восток. Ну, для этого есть шансы, потому что Европа слабеет, и Ближний Восток вот в этой конструкции, значит, страны с деньгами, и, в общем, пусть они монархии, но в сотрудничестве с Израилем, они могут создать такой весьма процветающий регион. Если удастся еще разрядить иранскую мину, то мы можем увидеть совсем невероятную картину расцвета Ближнего Востока. Очень бы хотелось до этого дожить, потому что, не знаю, хватит лет, но очень бы хотелось, в принципе, такое возможно. Сейчас потому Трамп... что есть возможность. Я прошу прощения, перебиваюсь. Да. Трамп носится с идеей Силиконового союза, то есть Кремниевого союза разных стран, где на искусственном интеллекте все строится, и вот новое такое сообщество вместо ОПЕК пытается построить. Ну, посмотрим. Значит, на самом деле Трамп разрушает американскую науку. Это вот некая тема, которая раньше вообще никогда не звучала, даже представить было нельзя, что американские ученые начнут искать, куда уехать из США. А теперь эта тема обсуждается, уже появились какие-то невероятные истории, когда люди покидают США, уезжают в другие страны, ищут работу, кто в Великобританию, кто еще куда. В этом смысле вот, ну, как бы переток интеллекта возможен. Поэтому если будут созданы хорошие условия для привлечения специалистов и в Израиле, и в этих странах Ближнего Востока других, то возможен переток человеческого капитала из США сюда. Я понимаю, что раньше это было все наоборот. Израильтяне с удовольствием ехали работать в США, в Великобританию. Я все это знаю не хуже, чем вы. Но сейчас мир меняется, и при Трампе он разрушает такие фундаментальные основы существования американской экономики, что даже трудно. Поэтому вот американцы уже обсуждают серьезную тему оттока человеческого капитала, научных работников в США в другие регионы мира. Если Ближний Восток подсуетится, то он может получить такой приятный приток человеческого капитала, на котором можно будет сделать огромный регион, вполне процветающий, который будет не только торговать нефтью и сжатым жиженным природным газом, но будет, в общем, центром научно-технического развития и зарабатывать научно разнообразных продуктов. Это прекрасное будущее Ближнего Востока. Для этого осталось только вот как-то утихомирить Иран. Я думаю, что тогда совсем другую перспективу всего региона. Вопрос от зрителя. Вернется ли, может ли упавший доллар восстановиться после ухода Трампа? Но от себя я добавлю вообще, что происходит с американской экономикой. Трамп ставил цель сделать ее великой, но вот из ваших слов звучит, что он ее только разрушает. Ну, он-то по-прежнему считает, что он ее укрепляет, но когда ты читаешь его выступление, то просто такой расцвет, только начинаешь проверять цифры, ну и волосы дыбом становятся. Значит, Трамп своей целью имеет девальвацию доллара. Давайте это тоже поймем. Зачем? Значит, насколько мы можем сегодня уже сказать... Как зачем? Он же сказал «Мага, make America great again». Давайте разворачивать эти слова. Давайте я буду объяснять, что имел в виду Трамп, а вы же думали одно, а я буду рассказывать другое. Для того, чтобы Америка стала великой по Трампу, нужно, чтобы в Америке развилась промышленность. Но они же промышленность вынесли в Китай, вы же это знаете не хуже меня. А теперь идея вернуть промышленность обратно, чтобы все производилось в США, чтобы американский рынок снабжался американским товаром, и будет там счастье на века.
Кроме того, Трамп хочет, чтобы американские товары лучше продавались по всему миру. Для того, чтобы американские товары лучше продавались по всему миру, были конкурентоспособными, нужен слабый доллар. Потому что тогда цены в долларах будут превращаться в меньшие цены в национальных валютах в других странах. Слабый доллар, ниже цены, выше конкурентоспособность американских товаров. Поэтому прямая задача Трампа – удешевить, девальвировать доллар. На данный момент, вот после его прихода, доллар уже девальвировал по отношению к основной валюте мира примерно на 16%. Но, насколько мы понимаем, у Трампа задача девальвировать доллар процентов на 30, потому что у него еще довольно долгая дорога к этому. Так что в этом смысле судьба доллара довольно проблематичная. И в этом смысле, конечно, сказать, что вот уйдет Трамп и все вернется на круги своя, откуда что будет после ухода Трампа? А может, придет Венс, да? И что? Вы видите какого-то оппонента Венсу среди демократов, я, знаете, тоже за этим слежу, потому что от этого зависит будущее мировой экономики. Я не политолог, упаси Господь, я не занимаюсь политическим процессом, но я вижу, что как бы нет никакого серьезного человека в лице демократической партии, который может бросить через 3 года. А что значит через 3 года, простите меня? Это через 2 года он должен начать активную избирательную кампанию, чтобы подготовиться к выборам. Да, вот я не вижу таких людей среди демократов. Поэтому придет Венс, он будет продолжать политику Трампа, и будет еще хуже. Что вы удивляетесь? Это да. А у нас осталось не так много времени. Хотелось попросить вас, может быть, назвать несколько тенденций на этот год. Как будет развиваться мировая экономика? Что-то вы уже, безусловно, озвучили, но так вот подытожив, Россия, мир, США и, может быть, что нам ждать в Израиле, потому что война все-таки так или иначе продолжается, и нестабильность мировая тоже на нас отражается. Ну, смотрите, давайте разбираться. Значит, цена нефти падает, а цена нефти низкая. Да? И, в общем, экономика обычно идет вверх. Поэтому это вот нынешняя низкая цена на нефть – это некий хороший стимул. Это будет означать, что в мире будет снижаться инфляция, в том числе в Европе, будет ускоряться экономический рост. Это хорошо. Это как бы фактор плюс, то есть цена низкая, она угроза для России, беда для России, катастрофа для России. Но это вполне хороший механизм и для США, и для Европы. Европа будет находиться в состоянии раздрая по-прежнему, потому что она не знает, чего она хочет, она не знает, какой она хочет быть, она не знает, что делать с Россией, она не знает, как разбираться с собой, она теряет конкурентоспособность, поэтому, несмотря на то, что достаточно дешевая нефть, ну, как бы такого бурного экономического роста в Европе до сих пор не происходит, и пока таких примеров мы не очень можем обнаружить с вами, да. Поэтому Европа так и останется в некой ситуации болтанки и нестабильности. Значит, американская экономика находится в состоянии нестабильном, не очень понятном, очень неприятные данные по рынку труда. То есть там такое ощущение, что там тоже перестал расти бизнес. То есть Make America Great Again не подтверждается данными по рынку труда. Потому что если Америка восстанавливает производство, то должен быть большой рост числа рабочих мест, должна снижаться безработица, расти количество новых рабочих мест на новых заводах. Этого не наблюдается. Статистика это не подтверждает. Трампа это раздражило в такой степени, что он уволил главного статистика в США, который отвечает за статистику по рынку труда. Ну, просто Путин один в один. Вот прям такая картина узнаваема чрезвычайно. Поэтому пока каких-то признаков роста не видно. Если мы смотрим структуру американской экономики, то она довольно странная. Там растут инвестиции, значит, в искусственный интеллект, растут инвестиции в дата-центры, работающие с искусственным интеллектом, растут инвестиции в энергостанции, обслуживающие дата-центры, работающие с прямым интеллектом. То есть вот весь как бы бурный процесс инвестирования сосредоточен в узком сегменте искусственного интеллекта, где какие-то новые поколения появляются с огромной скоростью. Но есть ощущение, что это пузырь, что он лопнет, а тогда никаких точек роста других, в общем, в экономике мы не видим. Ну, все, что касается потенциала нефтяного, они уже выбрали. Сланцевый газ добывается, но сейчас они будут работать с Венесуэлой. Но это не способно потянуть экономику. Значит, если брать третьего крупного игрока мира, да, это и Китай, то тоже не очень хорошо. Я понимаю, что я могу огорчать людей, но не потому, что я как бы вот селектирую информацию с точки зрения негативности, я пытаюсь объяснить вам, как реально устроен сегодняшний мир. Китай ситуация такая, что у них упали темпы роста довольно сильно. Китай, если вы помните, довольно долго хвастался темпами роста под 10% в год. Сейчас ВВП упал, значит, до 4,8. Для Китая это мало. Потребление населения упало вообще в отрицательную зону, то есть сокращение идет, то есть нет даже роста маленького, просто падения. Продолжают сохраняться очень большие проблемы в строительстве. Там, как вы знаете, было жесточайшее банкротство, и этот кризис до сих пор не решен, пузырь до конца не сдулся. У Китая, значит, безумные плохие долги у большинства банков, и что с этим долгом сделать нельзя понять. Так что в этом смысле у Китая куча проблем, и что делать с ним непонятно. Но Китай накопил очень большие резервы, и они пока позволяют Китаю держаться. И Китай, может быть, сумеет выправиться, потому что Китай начинает делать нечто совершенно враждебное США.
Я попытаюсь объяснить. Последнее выступление Си Цзиньпиня было некого рода таким, знаете, рубежным. Он впервые озвучил, что Китай хочет превратить юань в резервную валюту, конкурентную доллару. Это означает, что мы можем увидеть с вами совершенно новую мировую экономику, где страны будут торговать в юанях. Возможно, это будет модель стейблкоина, стейбл юаня. Не могу исключить такую модель. Под это, видимо, Китай накапливает огромные золотые запасы. Ну и тогда начнется закат, эпохи доллара. А вместе с эпохой доллара будет рушиться экономика США. Так что вопрос в том, кто первым выбежит из кризиса, Китай или США. Я бы все-таки ставку сделал на Китай. У Китая более такое, разумное управление, чем у США. Поэтому, мне кажется, что шансы Китая выправиться, они все-таки выше, чем у Америки разогнаться и стать великой державой промышленности.